Март 1949 года. Западная Сибирь. Геологическая партия из 11 человек уходит в болото, брать образцы грунта для нового советского проекта освоения. С ними рация, запас еды на месяц, подробные карты. Через 8 дней рация замолкает. Поисковая группа находит лагерь. Палатки стоят, вещи на месте, котелок над потухшим костром. Людей нет, следов нет. Болото приняло их и не вернуло. Этот случай не попал в открытые архивы. Таких случаев десятки. Есть места на Земле, куда человек заходит, и Земля просто закрывается за ним. Не метафорически, буквально. Западно-Сибирская равнина, крупнейшее болото планеты, работает именно так. Она не убивает резко, она просто не отпускает. Медленно, методично, без звука. Представь себе, ты стоишь на краю этой равнины. Впереди горизонт, и снова горизонт, и еще один. Ни холма, ни возвышенности. Плоская поверхность уходит во все стороны дальше, чем может охватить взгляд. Под ногами не земля. Под ногами живая масса, которая слегка пружинит при каждом шаге, как кожа огромного существа. И где-то глубоко под этой поверхностью что-то медленно движется. Ученые называют это торфяником. Местные народы, ханты и ненцы, называют это иначе. У них нет слова «болото» в том смысле, в котором его используем мы. У них есть слово, которое переводится примерно как «земля, у которой есть намерение». Они не строят здесь ничего постоянного. Они не живут здесь оседло. Они знают то, что геологи поняли только в 20 веке. Эта территория не принадлежит людям. Она никогда им не принадлежала. Но вот что делает эту историю по-настоящему странной? 3 миллиона квадратных километров пустые. Это крупнейшая незаселенная территория на планете, которая находится в руках одной из самых могущественных держав мира. Россия владеет этим пространством уже 400 лет. И за 400 лет не смогла сделать с ним ровным счетом ничего. Почему? Ответ начинается не сегодня, и даже не 1000 лет назад. Чтобы понять масштаб, забудь про карты. Карты не работают здесь. Мозг отказывается обрабатывать эти цифры правильно. Западно-Сибирская равнина. Почти 3 миллиона квадратных километров. Это больше, чем вся Западная Европа, вместе с Францией, Германией, Испанией, Италией и Польшей одновременно. Это 7-я часть всей территории России. И на этом пространстве почти никого. Несколько небольших городов на самых краях равнины, куда дотянулась нефтяная промышленность. И дальше тишина. Сотни километров без единой дороги, без единого моста, без единого постоянного поселения. Население всей этой территории меньше, чем в одном среднем российском областном городе. Но это еще не самое странное. Самое странное, что именно здесь, под этими болотами, находится крупнейшее в мире скопление торфа. Слой за слоем, метр за метром. В некоторых местах торфяной пласт уходит вниз на 12 метров, в других – на 20. Это не просто грязь и гниющие растения. Это архив. Летопись планеты, написанная органикой, спрессованная временем и запечатанная холодом. Представь себе, каждый сантиметр этого торфа – примерно 10 лет истории Земли. 20 метров вниз, и ты в эпохе мамонтов. Еще глубже, и вокруг тебя растут деревья, которых больше не существует. Еще глубже, и климат планеты совсем другой. Болото помнит все. Оно ничего не разрушает, оно консервирует. В 1990-х годах российские геологи подняли из сибирских торфяников семена растения возрастом 11 тысяч лет. Их посадили. Они проросли. Живые семена. 11 тысяч лет в темноте, в холоде, в абсолютной тишине, и все еще живые. Это означает одно. Под поверхностью этих болот хранится нечто, о чем мы еще не знаем. Нечто, что ждет. И вопрос не в том, есть ли там что-то. Вопрос в том, стоит ли это трогать. Но прежде чем говорить о том, что скрыто внутри, нужно понять, откуда вообще взялась эта равнина. Потому что 3 миллиона квадратных километров болот не появляются просто так.
За этим стоит история, которая началась задолго до людей. Задолго до мамонтов, задолго до динозавров. 100 миллионов лет назад. Земля выглядит так, что ты бы не узнал ее на карте. Континенты стоят не там. Океаны текут иначе. И на месте того, что сейчас называется Западной Сибирью, плещется море. Не озеро, не река. Настоящее эпиконтинентальное море, мелководное, теплое, протянувшееся от нынешнего Северного Ледовитого океана на тысячи километров на юг. Ученые называют его Западно-Сибирским морским бассейном. Оно существовало десятки миллионов лет. В нем кипела жизнь. Морские рептилии, аммониты, примитивные акулы, кораллы. Дно этого моря было покрыто толстым слоем органических отложений, останками всего, что жило, умирало и опускалось вниз миллион лет за миллионом. Потом море начало уходить. Это происходило не катастрофически, не за одну ночь. Медленно, в течение миллионов лет, дно Западной Сибири поднималось. Тектонические плиты смещались. Уральские горы росли на западе, перекрывая связь с Атлантикой. Уровень Мирового океана падал, и огромное море мелело, сначала до системы лагун, потом до цепи озер, потом до бесконечных плоских низин, затопленных пресной водой. Представь себе этот момент. Последние остатки моря – гигантские мелководные озера, окруженные низкими берегами. Климат уже другой, холоднее. Растительность начинает наступать с краев. Мох, осока, примитивные болотные растения покрывают дно бывшего моря тонким зеленым ковром. Они растут, они умирают. Они не успевают разложиться, слишком холодно, слишком мало кислорода. И они накапливаются слой за слоем, год за годом, век за веком. Так рождается торфяник, так рождается болото. Так рождается то, что сейчас занимает 3 миллиона квадратных километров и не пускает к себе людей. Но вот что важно понять. Под торфом, там, глубоко на дне бывшего моря, лежат те самые органические отложения. Миллионы лет морской жизни, спрессованные в осадочные породы. Именно там сформировались крупнейшие нефтяные и газовые месторождения России. Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск. Все эти города стоят на самых краях равнины именно потому, что именно здесь можно добраться до этих глубин. Чуть дальше вглубь и строить уже негде. Земля не держит, море ушло. Но оно оставило после себя все. И вопрос, который геологи задают все настойчивее. Мы уверены, что достали оттуда все, что хотели найти. 1977 год. Магаданская область, северо-восток Сибири. Советский бульдозер срезает очередной пласт мерзлого грунта на золотодобывающем прииске. Оператор останавливает машину. Из стены торфа торчит что-то рыжее. Он подходит ближе. Это детеныш мамонта. Целый, с кожей, с шерстью, с ресницами. Он пролежал в этом торфе 44 тысячи лет и выглядит так, словно умер вчера. Его назовут Дима. Он станет самым сохранившимся мамонтом в истории науки. Но Дима не исключение. Он – правило. Западно-сибирские болота работают как природный холодильник невероятной точности. Температура, кислотность торфа, отсутствие кислорода в нижних слоях – все это создает условия консервации, которые человечество не умеет воспроизвести искусственно. В этих слоях находят не просто кости, находят шерсть с сохранившейся структурой волоса, находят содержимое желудков, непереваренные травы ледникового периода, находят кровь, жидкую, красную, не свернувшуюся через 40 тысяч лет. Находят вирусы. Представь себе, 2014 год. Французские ученые извлекают из сибирского торфа вирус возрастом 30 тысяч лет. Они называют его питовирус сиберикус. Они помещают его в современную клетку хозяина, и вирус просыпается. Он начинает размножаться. 30 тысяч лет заморозки, и он живой, полностью функциональный, готовый к работе. Этот вирус был безопасен для людей. Он заражал только амеб. Но это был первый. Ученые прямо говорят,
В сибирском торфе законсервированы вирусы и бактерии возрастом до миллиона лет. Большинство из них человечество не встречало никогда. У нас нет к ним иммунитета. У нас нет от них лекарств. Мы не знаем, что они делают. И вот здесь история принимает совершенно другой оборот. Потому что вечная мерзлота, та самая мерзлая подложка, которая держит этот архив запечатанным, тает. Каждое десятилетие граница мерзлоты отступает севернее. Торф, который лежал запечатанным тысячи лет, начинает оттаивать. То, что было заморожено, начинает дышать. Болото хранило этот архив миллионы лет. Оно было идеальным хранилищем, надежным, герметичным. Но мы меняем климат достаточно быстро, чтобы сломать этот замок. Что именно выйдет наружу, не знает никто. 1953 год. Сталин мертв, но его последний грандиозный проект еще жив. Стройка 503. Железная дорога, которая должна была пройти сквозь самое сердце западно-сибирских болот, от Салихарда до Игарки. Почти 1500 километров пути через трясину, вечную мерзлоту и полярную ночь. Сотни тысяч заключенных ГУЛАГа бросили на эту стройку. Они валили лес, засыпали болото, укладывали шпалы в грунт, который не хотел их держать. Стройку остановили через год после смерти Сталина. Бросили все. Прямо там, в болоте. Паровозы, вагоны, инструменты, бараки. Целые готовые участки пути. Просто ушли. Сегодня эти рельсы называют «мертвой дорогой». Они все еще там, ржавые, перекошенные, наполовину ушедшие в торф. Шпалы гниют, насыпи проседают. Болото методично, сантиметр за сантиметром возвращает себе то, что у него забрали. Через 100 лет от дороги не останется ничего. Болото не оставляет следов чужого присутствия. Но советские инженеры не сдавались. В 1960-70-х годах, когда под болотами Тюмени нашли нефть, началась новая волна освоения. Строили зимники, временные дороги по замерзшему болоту, работающие только 3-4 месяца в году. Строили платформы на сваях, вбитых глубоко в мерзлоту. Возводили целые города – Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск – буквально на костылях, потому что иначе грунт не держит. Представь себе, инженер приезжает на место будущего здания. Под ногами торф, под торфом лед, под льдом вода. Фундамент в классическом смысле невозможен. Решение – вбить сваи на 20 метров вниз до твердого грунта. Построить здание так, чтобы между его полом и поверхностью болота оставался зазор – воздушная подушка. Иначе тепло от здания растопит мерзлоту, и дом начнет проседать, крениться, разрушаться. Именно это и происходит. По всему периметру болотной зоны стоят дома с трещинами в стенах. Дороги, которые строили летом, к весне превращаются в волнистые полосы асфальта, поднятые и опущенные замерзшей водой. Целые поселки, основанные в советское время в глубине болот, сегодня заброшены. Не потому, что люди ушли, а потому, что земля буквально выдавила их. Россия потратила на освоение этой территории сотни миллиардов рублей. И болото забрало большую часть этих денег обратно, медленно, терпеливо, без спешки. Как будто знала, что никуда не торопится. Если вы думали, что это странно, подождите. Июль 2014 года. Полуостров Ямал, северо-западная Сибирь. Вертолетчики, летевшие над тундрой, замечают внизу что-то странное. Огромная дыра в земле, идеально круглая. Края словно выдавлены изнутри наружу, они провалились вниз. Диаметр около 30 метров. Вокруг дыры комья земли и торфа, разбросанные на сотни метров в стороны. Никакого взрыва никто не слышал. Никакого землетрясения не было. Она просто появилась. Ученые назвали это явление термокарстовой воронкой. Официальная версия. Под поверхностью болота накапливается метан, выделяемый тающим торфом. Давление растет. В какой-то момент земля не выдерживает. Взрыв изнутри. Красивое объяснение. Логичное. Одна проблема.
С тех пор такие воронки появляются по всему Ямалу и дальше. Их счет идет уже на десятки. Некоторые маленькие, несколько метров. Некоторые огромные, поглощающие целые участки тундры. Спутниковые снимки фиксируют. Прямо перед появлением воронки поверхность болота начинает вспухать, медленно подниматься куполом, как будто что-то давит снизу. Иногда этот процесс занимает годы, иногда недели. Представь себе, ты идешь по ровной поверхности тундры. Под ногами обычный мох, обычная трава. И ты не знаешь, что прямо под тобой, на глубине нескольких метров, давление метана уже в несколько атмосфер. Счетчик идет, и в какой-то момент он обнулится. Но масштаб настоящей проблемы не в отдельных воронках. Масштаб в том, что все западно-сибирское болото – это одна гигантская метановая подушка. Под торфом, в слоях вечной мерзлоты, заперто колоссальное количество метана, газа, который в десятки раз мощнее углекислого по парниковому эффекту. По разным оценкам, от 500 до 800 миллиардов тонн углерода в замороженном состоянии. Одно только западно-сибирское болото хранит углерода больше, чем все человечество выбросило в атмосферу за последние 200 лет промышленной революции. Пока мерзлота держит, этот газ заперт. Но мерзлота тает. Каждый год, чуть быстрее, чем в предыдущий. Ученые говорят о возможном метановом пульсе, резком выбросе, который запустит цепную реакцию. Газ нагревает атмосферу, мерзлота тает быстрее, выбрасывает еще больше газа. Болото хранит в себе климатическую бомбу, и часовой механизм уже запущен. Но следующая загадка делает все предыдущее просто вступлением. Есть кое-что, о чем не принято говорить в официальных научных докладах. Но что видно любому, кто достаточно долго смотрит на спутниковые снимки западно-сибирской равнины. Болото имеет форму. Не хаотичную, не случайную. С высоты нескольких километров поверхность болота выглядит как огромный живой узор. Концентрические кольца, правильные полосы, повторяющиеся геометрические паттерны, растянутые на сотни километров. Ученые называют это болотными грядово-мочежинными комплексами и объясняют гидрологическими процессами. Движением воды под поверхностью формируют эти структуры естественным образом. Объяснение есть, но когда смотришь на эти снимки достаточно долго, объяснение перестает казаться достаточным, потому что узор слишком последовательный, слишком равномерный, слишком целенаправленный. Представь себе, ты смотришь на карту болота с высоты самолета. Под тобой структура, которая повторяет себя на протяжении тысяч километров с точностью, которой позавидовал бы любой инженер. Это не пейзаж. Это схема. Схема чего-то, что работает, что живет, что функционирует по своим правилам, которые мы еще не расшифровали. Ханты и ненцы, народы, которые живут на краях этих болот тысячи лет, никогда не пытались освоить эту территорию. Не потому что не умели, потому что знали. Не надо. В их мифологии болото не просто место. Это граница между мирами. Территория, где законы обычного мира не работают. Где время течет иначе. Где то, что ушло, не обязательно исчезло. Современная наука пришла к похожему выводу, только другим путем. Болото – не мертвая земля. Это живейший организм на планете. Оно дышит, выделяет и поглощает газы в суточном ритме. Оно движется. Поверхность болота поднимается и опускается в зависимости от сезона, давления, температуры. Оно помнит, хранит в себе информацию о климате, жизни и катастрофах за последний миллион лет с точностью, недоступной ни одному прибору, созданному человеком. И оно ждет. Что именно, непонятно. Но 3 миллиона квадратных километров абсолютной пустоты посреди крупнейшей страны мира – это не случайность. Это не недоработка. Это ответ. Ответ на вопрос, который задает каждый, кто смотрит на карту достаточно долго. Почему здесь никого нет? Потому что здесь уже кто-то есть. Под торфом лежит море, которому 100 миллионов лет.
В этом торфе спят вирусы, которые старше человечества. Под поверхностью зреют взрывы, способные изменить климат планеты. А в глубине – что-то, что пережило динозавров, ледниковый период, советские пятилетки и спутниковые съемки, и продолжает существовать по правилам, которые мы еще не понимаем. Может быть, самый честный вопрос звучит не «почему Сибирь пустует?». Может быть, самый честный вопрос – что случится с нами, если мы все-таки решим это изменить?